意思还不明白吗？今日我把话放在这儿，能够助他破而后立。去吧。这里便是迦南。 Как мы знаем, Хунь Мишень, глава Золодуш, уже был убит Сяо Янем. Тогда казалось, что его история закончилась навсегда, но Хунь Тяньди решил иначе. Пламя пожирания пустоты, воспользовавшись силой источника, воссоздало ему тело куда более совершенное и могущественное, чем раньше. Теперь Хунь Мишень уже не тот противник, которого Сяо Янь победил ранее. Его культивация поднялась до святого средней 7-й звезды, а новое тело, рожденное силой пламени пожирания пустоты, значительно превосходило старое. Можно сказать, что он буквально получил вторую жизнь. Мало того, Хунь Тяньди дал ему четкое задание, и в случае провала второго шанса уже не будет. Первостепенная цель Хунь Мишена – выследить Сяо Яня и забрать его фрагмент нефрита Тоше. Так какой же будет новая встреча Сяо Яня и Хунь Мишена? Учитывая новую силу Хунь Мишена и тело, созданное пламенем пожирания, справится ли Сяо Янь? Кстати, Сяо Янь ведь не знает, что главу Золодуш воскресили. Какой будет его реакция? Это очень интересно. Но вначале поставьте лайк для поддержки видео. Итак, новая встреча Сяо Яня и Хунь Мишена произойдет после того, как Сяо Янь выменяет своего отца Сяо Джаня на свой кусок нефрита древнего императора Тоше. Явился лично Хунь Тяньди, пламя пожирания пустоты и вся элита клана Хунь, много могущественных экспертов. А с Сяо Янем были Гу Юань, сильнейшие члены клана Гу, а также глава Лэйин и Янь Цзинь. На каком уровне был сам Сяо Янь? Святой средней 6-й звезды, немного уступая Хунь Мишену. Однако на тот момент Сяо Янь обладал такой мощью, что в той битве он одним движением ветра или дуновением превратил тело святого 3 звезд в кровавый туман. Сжав ладонь, остаточная душа того практика отправилась в небытие. После убийства святого за спиной Сяо Яня возникло колебание, хлынуло плотное черное пламя. Оно превратилось во множество острых копий, которые все устремились под разными углами к голове парня. Однако только они достигли расстояния в пару сантиметров от его головы, как отлетели в сторону со звоном. Казалось, словно бы вокруг Сяо Яня существовал невидимый барьер. Этой фигурой, что из-под тишка напала на Сяо Яня, был никто иной, как возрожденный Хунь Мишен. Сяо Янь был немного удивлен. Хунь Мишен и вправду еще жив. Сяо Янь повернул голову и посмотрел на человека, окутанного с ног до головы черным пламенем. Хотя и не мог четко разглядеть его внешность, ощущения позволили ему опознать личность противника практически мгновенно. Перед ним находился глава Золодуш, Хунь Мишен, остаток души которого смог все-таки сбежать от него во время прошлой битвы. Тот злобно прорычал: «Сяо Янь, я так легко не умру. Господин Пустота помог мне создать тело при помощи своей эссенции. Теперь я не сравним с собой прошлым. Я пришел отомстить». Пламя вспыхнуло, раскрывая взору 2 глаза, что с ненавистью уставились на Сяо Яня. От его тона голоса так и хлестала злоба. Но Сяо Янь в ответ лишь холодно ухмыльнулся. Он ни капельки не боялся нынешнего Хунь Мишена. Он убил его однажды, убьет и во второй раз. Вдруг рука Хунь Мишена дрогнула. «Отдай мне свою жизнь». Плотное черное пламя на его руке превратилось в толстую черную цепь, что выстрелила прямо в горло Сяо Яню. Раскол. Сяо Янь не проявлял никаких намерений атаковать или защищаться. Он даже не двинулся с места, он просто произнес одно слово. Невидимое духовное колебание вырвалось из его рта. Черная цепь пламени в тот же миг исказилась и исчезла. Атака души божественной стадии не то, с чем даже святой 8 звезд сумеет совладать. Хотя пламя пожирания пустоты потратило громадное количество усилий для создания тела Хунь Мишена, его сила в лучшем случае соответствовала святому 7 звезд среднего уровня. До нынешнего Сяо Яня ему еще очень далеко. После краткого обмена ударами Хунь Мишен оказался так легко подавлен. Его выражение резко изменилось. Хотя он и знал, что душа Сяо Яня достигла божественной стадии, он не мог поверить, что настолько беспомощен перед ним. Что же сделал Хунь Мишен? В его голове возникла одна единственная мысль:
бежать. Хотя в его сердце только и бурлили злобные намерения в отношении Сяо Яня, но Хунь Мишен понимал, что сейчас он ему не соперник. Стиснув зубы, он решил как можно быстрее сбежать. «На этот раз тебе не уйти». Сяо Янь смотрел на убегающего врага равнодушным взглядом. Он вытянул руку вперед, а пространство исказилось. Он попросту возник за спиной своего врага, подобно призраку. Он легким движением надавил пальцем и проткнул покров черного пламени. В тот же миг он изверг всю свою силу души божественной стадии. То, что произошло далее, шокировало, вызывая мурашки у наблюдателей. Тело Хунь Мишена внезапно застыло, когда произошел низкий и приглушенный шум. Черное пламя вокруг его тела немедленно исчезло, раскрывая его иссохший силуэт. На его голове не было никаких ран, но его глаза выглядели пустыми глазницами. Его душа попросту оказалась уничтожена одним касанием пальца Сяо Яня. Вот каково духовное давление души божественной стадии. Немного подумав, произнес Сяо Янь. Посмотрев на свой палец, он не использовал ни пучка доуци, ни капли очищающего пламени лотоса, чтобы убить Хунь Мишена. Не нужна была ни техника доуци, ни какое-либо умение. Он просто положился на свою могучую духовную силу, чтобы молниеносно убить врага. Подобная сила достойна упоминания термина «бог». Это был результат божественной стадии души, которую Сяо Янь получил в небесной гробнице от Сяо Сюаня. В прошлых роликах мы говорили об этом подробно. Что ж, Хунь Мишен дважды сражался с Сяо Янем. В первый раз Сяо Янь уничтожил его тело, но старейшина клана Хунь сумел спасти его душу, и позже он был воскрешен. В этот раз он сильно недооценил Сяо Яня, думая, что на 7-й звезде святого сможет победить его. Итог: Сяо Янь полностью разрушил его тело и душу. Сяо Янь не стал зацикливать свое внимание на Хунь Мишене, убив его с такой легкостью. Сейчас такая сила не угрожала ничем Сяо Яню. Как только его душа и духовная сила прорвались на уровень божественной стадии, Сяо Янь мог теперь попросту смотреть свысока на Хунь Мишена и ему подобных, вплоть до святого 8-й звезды. Лишь такие гиганты культивации, как Святой 9 звезд, мог составить реальную конкуренцию Сяо Яню. И все это при том, что сам Сяо Янь был только на 6-й звезде. Подумать только. Сяо Янь равнодушно посмотрел на труп перед собой. Махнув рукой, расколол его на кусочки. Следом он хмуро осмотрел хаос битвы. Он впервые участвовал в таком масштабном сражении. Ужасающая сила клана Хунь заставила парня стать серьезным. Сила их союза включала 3 древних клана и альянс Небесного Дворца. На их стороне теперь находилось весомое количество экспертов, но даже так противостояние оказалось весьма равным. Сяо Янь прошелся взглядом по полю боя. Затем он поднял голову и посмотрел на черный туман в небе. Из черных облаков постоянно вылетали эксперты. Учитывая нынешнюю силу Сяо Яня, эксперт слабее Святого 7 звезд не мог привлечь особого внимания с его стороны. Однако он смутно чувствовал, что внутри черных облаков скрывались ауры, которые даже он опасался по непонятным причинам. Его посещало слабое ощущение. Если бы его душа не достигла божественной стадии, он не сумел бы обнаружить подобную деталь. Однако данная деталька вынудила его стать предельно серьезным. Сила клана Хунь оказалась особенно чудовищной. Итог сегодняшней битвы станет грустным, если так продолжится. Глаза Сяо Яня вспыхнули. Вдруг он развернулся и уставился в северном направлении битвы. Забурлил черный туман, из которого выбралось несколько могущественных аур. Судя по всему, в том месте находилось множество сильных экспертов клана Хунь. Даже их союз пострадал от значительного числа смертей в том направлении. Да, это будет классная битва. Можно сказать, первая серьезная битва с кланом Хунь до того, как стать Доуди. Напишите в комментариях, как вам нынешняя сила Сяо Яня и его последняя встреча с Хунь Мишенем. Подписывайтесь, ставьте лайк и до скорой встречи!